Добро пожаловать в мир ошеломительных археологических открытий, где мифы оживают, прошлое раскрывает свои темные тайны, а новые сюрпризы ждут на каждом шагу. Что может связать череп циклопа в Канзасе, древние таблички в пустыне Муус и останки гигантского динозавра в Аргентине? Приготовьтесь к невероятным историям, которые перевернут ваше представление о нашем мире и, возможно, раскроют ключи к нашему будущему. Оставайтесь со мной. Этот путь обещает быть полным загадок и открытий. Недавно на одном из интернет-форумов я наткнулся на отчет о необычной археологической находке, сделанной в глубине американского Среднего Запада. Фермеры из Канзаса, занимаясь повседневной работой, обнаружили нечто невероятное – огромный череп с единственным глазом во лбу. Это событие стало настоящей сенсацией и, безусловно, перевернуло наше понимание о возможности существования мифических существ. Местные ученые тут же прибыли на место находки, и результаты были ошеломляющими. Они считают, что найденный череп может принадлежать циклопу, существу, о котором до сих пор мы знали лишь из древнегреческих мифов. Эта мысль завораживает меня, и я не могу перестать думать о том, какие еще тайны скрывает наша планета. Помимо прочего, сама идея того, что мифический череп обнаружен в Северной Америке, вызывает множество вопросов и гипотез. Если это так, то как все-таки циклопы могли здесь оказаться? Время покажет, насколько правдоподобна подобная теория, но я уверен, что это открытие станет лишь началом череды новых и захватывающих находок, которые, несомненно, ждут впереди. Я недавно прочитал о захватывающей находке, сделанной группой археологов в пустынях Юты. Они обнаружили нечто, что, казалось, вышло прямо из научной фантастики. В одной из пещер, где они ожидали найти следы древних индейских культур, их ждал сюрприз – египетская мумия в превосходном состоянии. Это было настолько невероятно, что мой ум начинает лихорадочно перебрасывать догадки и предположения. Страшно подумать, каким образом мумия оказалась на совершенно другом континенте. Может, связи между культурами были глубже, чем мы себе представляем. Это открытие заставляет предполагать о существовании древних маршрутов, о которых мы и не подозревали. Археологи, обнаружившие этот артефакт, столкнулись с потоком загадок, ответы на которые могут изменить наше восприятие истории. Тем более, что подобные находки всегда рождают больше вопросов, чем ответов. Интересно, какие открытия ждут их дальше. Возможно, это только начало захватывающего путешествия в неизведанные глубины прошлого. Мне любопытно и самому последить за дальнейшими разработками и тем, какие тайны прошлого в итоге раскроет эта необычная находка. Недавно я услышал захватывающую историю от одной группы исследователей, чьи открытия вводят в трепет даже самых скептически настроенных. Они работали на клондайкских полях в Юконе, охотясь за золотыми самородками, и наткнулись на нечто, что перенесло их далеко вглубь времени. Эти люди ушли вглубь земли на несколько метров и наткнулись на нечто особенное. Их находка была не простым артефактом, а детенышем шерстистого мамонта, идеально сохранившимся в вечной мерзлоте около 30 тысяч лет. Сохранились даже мельчайшие детали. Каждая складка кожи, каждый пучок шерсти. Глазами, чуть прикрытыми, он будто смотрел на нас из далекой эпохи, где время текло совсем иначе. Подобные открытия вызывают мурашки и заставляют с замиранием сердца задуматься о той части истории, которая хранится под нашими ногами. Что еще скрывается в глубинах? Какие истины ждут, чтобы быть обнаруженными? И какие новые вопросы они поднимут? Эта история о мамонте — лишь часть гигантской пазлы, которую мы только начали собирать. Хотелось бы узнать, какие еще древние тайны ждут своего часа, чтобы быть обнаруженными, и какие подсказки к прошлому они могут предоставить нашему времени. Погружаясь в рассказы о недавних находках на африканском континенте, упоминаю странные воронки, обнаруженные на холме Танда. Исследователи столкнулись с удивительными явлениями, которые захватывают воображение и вызывают недоумение. Местные жители передают из уст в уста легенды о сверхъестественном происхождении этих воронок. Они шепчутся о древних божествах и неизвестных существах, скрывающихся в недрах земли. Некоторые из нанятых археологами людей ощущают на себе необъяснимую тяжесть, приблизившись к этим загадочным образованиям. Обсуждая возможные причины их появления, ученые приводят теории о природных явлениях или ударах метеоритов. Однако аккуратные формы этих воронок настораживают и ставят перед исследователями много вопросов.
Среди рассказов жителей часто всплывают свидетельства о странных огнях в ночном небе и тихих звуках, идущих из-под земли. Казалось бы, подобные истории можно было бы списать на фантазии, но их упорство настораживает. Не исключено, что археологическая экспедиция приведет к открытиям, способным перевернуть наше представление о планете. Перед нами, возможно, раскрываются страницы нового, невероятного знания, пронизанного мощью и тайнами самой Земли. Вы слышали о поразительных находках, сделанных некой группой исследователей в сердце Сахары. Они наткнулись на уникальные пещерные рисунки, предположительно созданные загадочным народом Бачвези. Эти изображения поражают своей сложностью и детализацией, отображая сцены и технологии, которые никак не укладываются в представление о навыках древних цивилизаций. Говорят, что среди артефактов, найденных в этих пещерах, есть странные инструменты и приспособления, которые заставляют переосмыслить наше понимание той эпохи. Например, некоторые из рисунков визуально напоминают принципы электричества или даже механизмов, схожих с теми, что человечество открыло лишь много позже. Эта находка, похоже, переворачивает наши привычные взгляды на развитие технологий, вызывая целый набор новых вопросов. Почему мы не знали о таком развитии до сих пор? Что еще скрывает Сахара под своими песками? Эти находки вдохновляют на исследование, которое может заменить устоявшиеся теории о человеческой истории. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Недавно я наткнулся на потрясающие истории людей, чьи открытия оживляют древние земли. Одна из них произошла в Монтране, штат Монтана. Группа археологов обнаружила скелет тираннозавра, который даже через миллионы лет внушал страх и восхищение своим величием. Но настоящий шок вызвал не сам могучий хищник, а то, что покоилось в его челюстях и желудке, останки его последней жертвы – орнитопода. Представьте, они смогли прикоснуться к последним моментам этих существ, как будто заглянули в драматическую борьбу за выживание, которая происходила много миллионов лет назад. Каждый, кто слышал об этом открытии, наверное, почувствовал странную смесь благоговения и жути, представляя, как мощные силы природы разворачиваются перед глазами. Другая история пришла из Египта. Группа исследователей сумела раскрыть тайник с мумиями, который десятилетиями был скрыт под песком. Их находка показала, как древние цивилизации жили, страдали и умирали. Такие открытия напоминают мне о том, насколько глубока и загадочна наша планета. Что еще скрывает Земля? Какие истории прошлого готова она нам поведать, чтобы мы могли лучше понять свою историю и себя самих? Я услышал про удивительное открытие в Северной Альберте в 2011 году. Рабочие, занимавшиеся там бурением, наткнулись на нечто поистине потрясающее. Они обнаружили не просто ископаемые остатки, а невероятно сохраненный образец кожи динозавра. Представьте себе, насколько детализированными были отпечатки, что можно было даже различить фактуру кожи, напомнившую кожу современных рептилий. Эта находка стала настоящей сенсацией в научном сообществе. Археологи и палеонтологи, прибывшие на место, были в полнейшем восторге. Каждый хотел привлечь внимание к этому открытию. Ведь не каждый день выпадает возможность заглянуть так близко в далекое прошлое нашей планеты. Любопытно, что окаменелость дала новый взгляд на жизнь динозавров. Это открытие стало важным для понимания их эволюции и повседневной жизни. Оно до сих пор волнует умы ученых, заставляя задуматься о том, сколько же еще секретов хранится во глубинах нашей планеты. Эта история словно открыла окно в прошлое, позволяя нам лучше понимать, насколько богат и удивителен наш мир. Я часто слышу потрясающие истории о находках исследователей, и вот одна из таких. Недавно была обнаружена группа останков молодого горгозавра, но главным открытием оказалось содержимое его желудка. Исследователи, с которыми я не знаком, изучили замерзшие фрагменты пищи, пролежавшие там миллионы лет. Обычно мы думаем, что рационы тираннозавров включали в себя преимущественно крупных травоядных, но на этот раз было найдено нечто удивительное. Внутри пищеварительной системы динозавра оказались остатки не только мелких млекопитающих,
но и следы рыб, что словно открывает новое окно в доисторический мир. Это открытие бросает новый свет на пищевые привычки этих гигантов, да и в целом на древние экосистемы. Каждая такая находка приближает нас к пониманию тайн прошлого, погружая в мир, где правили древние существа. Весь этот процесс полон загадок и неожиданных открытий, и каждое новое нахождение дает очередную возможность ощутить связь с давным-давно исчезнувшими мирами. Только представьте, что еще может храниться под слоями окаменелой почвы, ожидая своего часа быть найденным. Недавно я наткнулся на захватывающий рассказ о раскопках в Помпеях. Это была история о группе археологов, которые сделали потрясающее открытие. Они нашли 2 тела, сохранившихся под покровом вулканического пепла, оставшихся нетронутыми с момента катастрофы. Эти останки, мужчина и женщина, возможно, когда-то были семьей или близкими друзьями, сплотившимися в последнюю минуту перед лицом неизбежной опасности. Слушая об этом открытии, я почувствовал, как невидимая нить связывает меня с прошлым, которое так трагически завершилось. Представив себе их последний момент, я ощутил глубину человеческих переживаний, от ужаса до отчаянной надежды. Их история напомнила мне, насколько хрупка человеческая жизнь и как природа может в одночасье изменить все. Думаю об этом, осознаю, что такие находки открывают новую страницу в изучении древней жизни, воссоздавая человеческие эмоции и драмы, скрытые под пелена веков. Подобные открытия возвращают нас к размышлениям о нашей собственной бренности и заставляют задуматься о силе, с которой природа иногда напоминает о своем превосходстве. Это движение во времени, где древняя трагедия превращается в урок и напоминание для нас сегодняшних. Недавно мне стало известно о захватывающих открытиях, сделанных археологами в Египте. Безымянная команда, о которой я лишь слышал из вторых рук, обнаружила в песках у Нила мумии крокодилов. Представьте себе, эти древние создания, тщательно сохраненные временем, лежали под слоем песка, как будто охраняя что-то важное. Я могу только вообразить, какое напряжение витало в воздухе, когда они обнажали это чудесное открытие. Каждый квадратный сантиметр медленно очищали, и вот он, крокодил, словно пойманный в вечности, его чешуя безмятежно покоилась, выглядя чуть ли не новомодным произведением искусства. Эти мумии оказались не только археологическими находками, но и ключом к пониманию древних традиций. Рассказчики утверждают, что египетские жрецы использовали их как защитников храмов. Они символизировали мощь и непреклонность богов, и теперь, даже спустя столько веков, их взгляды все еще вызывают трепет. Эти открытия удивляют меня даже на расстоянии. Мир Древнего Египта скрывает еще множество загадок, и я надеюсь, что когда-нибудь и мне доведется стать свидетелем таких же поразительных находок. Жизнь археологов полна чудес и тайн, и я с нетерпением жду, что еще могут обнаружить эти неутомимые искатели. Недавно я услышал историю от археологов, которые работали недалеко от Каира. Они наткнулись на нечто по-настоящему ужасающее, и это действительно тронуло даже самых опытных из них. На глубине 49 футов они обнаружили мумию возрастом около 4300 лет. Кажется, это одна из старейших находок, когда-либо виденных в Египте. Но дело в том, что эта находка не была простой. Вроде бы и ткань удивительно хорошо сохранилась, яркость которой нетипична для столь давних реликвий. Но то, что было после, перевернуло их представление о древнем мире. Изображения, найденные на теле, были настолько натуралистичными и незнакомыми, что их изучение поставило их в тупик. Это чувство неизвестности и древности, поражающее воображение, породило в них неловкость, словно потустороннее пыталось обернуться нашей реальностью, чтобы что-то рассказать. Все это создавало одновременно и захватывающую, и тревожащую атмосферу, заставляя их ожидать каждого нового дня с неким благоговейным страхом. Никто не знал, что еще может скрываться под слоями вековой пыли и древности. И это только начало путешествия в неизвестность древних секретов, которые ждали открытия. Когда я услышал о том, что произошло на археологической экспедиции в пустыню Муус, был поражен. Незнакомые мне исследователи натолкнулись на старинный форт династии Мин, который десятилетиями прятался под песками. И, как рассказали очевидцы, это было как путешествие во времени. Войдя внутрь, они обнаружили, что архитектура сохранилась так, словно ее покинули лишь вчера. Этот факт сам по себе удивителен, но то, что они обнаружили дальше, вызвало у меня настоящий трепет.
В глубине форта они нашли каменные таблички, покрытые древними, мистическими изображениями и письменами, неизвестными историкам. Эти загадочные символы изображали странные сцены с участием неведомых существ и ритуалов. Одна мысль о том, что еще может скрываться в прошлом, не дает мне покоя. Но самое неожиданное открытие ждало их под землей. Там, среди кромешной темноты и холода, лежали останки существ, подобных тем, что были изображены на табличках. Это почти нереально, как будто они нащупали ниточку, ведущую к давно забытой главе истории, или, возможно, к чему-то большему и загадочному, чем мы себе представляли. Это открытие ставит под сомнение наше представление об истории и питает неизведанное в нашем понимании прошлого. Итак, мы окунулись в мир, где реальность переплетается с мифами, а научные открытия порой поражают больше фантастики. Эти археологические находки не только чинят бреши в нашем понимании прошлого, но и открывают портал в новые загадки, пока что скрытые под толщей времени и земли. Но на этом наши приключения не заканчиваются. Мы приготовили для вас еще множество историй, которые заставят вас усомниться в привычной картине мира. Какая еще тайна из глубин прошлого ждет своего часа, чтобы быть раскрытой? Оставайтесь с нами, впереди самые удивительные открытия.